Как понять, что нарцисс лжет? Мы с вами сегодня разберем такую ситуацию, когда вот ты начинаешь только встречаться с человеком, когда ты только с ним сближаешься, и тебе непонятно, он с тобой разговаривает на чистоту или он лжет. Особенно это важно для людей, которые находились ранее в отношениях с нарциссом, в травматичных, в болезненных отношениях с нарциссом. И когда выйдя из этих отношений, ты задним умом уже понимаешь, сколько там было лжи и лицемерия, ты начинаешь это лицемерие и ложь, вольно-невольно, видеть вообще во всех окружающих людях. И как же отличить настоящую истинную ложь нарцисса в самом начале отношений от твоих каких-то возможных таких подозрений, причем таких пустых подозрений, которые не позволят тебе строить отношения в будущем? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, на что нужно обратить внимание в самом начале отношений, чтобы не спутать человека с нарциссическими чертами, который тебе лжет в своих каких-то интересах, от человека, который просто вот искренне в тебе заинтересован, и он говорит тебе какие-то вот вещи. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами сейчас же начинаем. Мы с вами говорим о людях, у которых есть нарциссические черты личности, но которые при этом еще достаточно сильно выражены, могут иногда достигать такого размаха расстройства личности нарциссического, тогда мы прямо и говорим о нарциссическом расстройстве личности. И ключевой момент, что эти вот черты, вот это проявление нарциссизма, оно проявляется в разрушительных отношениях с близкими людьми, с которыми находятся в достаточно близком контакте. Потому что, в принципе, люди с нарциссическими чертами для общества в целом, это люди, которые приносят что-то прекрасное. Собственно, нарциссизм есть так или иначе в каждом из нас, и все, что есть в нас, все, что связано с стремлением нас к прекрасному, стремлению к какому-то успеху, все, что заставляет нас ставить себе цели и достигать эти цели, в принципе, это все можно отнести к таким нарциссическим каким-то нашим чертам, но, как правило, у нас они гармонично вплетены, собственно, в структуру личности и не являются чем-то таким выдающимся или диктующим, собственно, наше поведение. Когда же мы таким простым языком говорим о нарциссах, то мы имеем в виду людей, у которых нарциссические черты развиты настолько, что это является их способом компенсации, то есть восстановления своей внутренней вот этой вот неуверенности и неустойчивости за счет получения нарциссического ресурса от других людей. В частности, то есть, например, я нахожусь в отношениях с близким человеком, я его контролирую, я его всячески, помыкаю им, я его, пытаюсь как-то эмоционально раскачивать, и из-за того, что я вижу, что я эмоционально могу контролировать другого человека, какого-то близкого своего партнера, то я таким образом понимаю, что я достаточно значимый, контролируемый, и я как-то возвращаю себе ту уверенность, которой во мне, в принципе, изначально нет. В самом начале общения с человеком, у которого есть вот эти вот ярко выраженные нарциссические черты, нам достаточно сложно их разглядеть, именно потому, что в начале общения очень много напряжения и у нас. То есть другой человек, вот он какой-то напряженный, как-то вот мы напряжены, мы стараемся очень много увидеть в другом человеке, как-то его узнать, но при этом тут же мы пытаемся себя как-то показать, так как вот мы хотим, чтобы нас другой человек увидел. То есть начало отношений, вот этот зарождение какого-то контакта, оно связано с таким повышенным напряжением. В такой ситуации очень сложно рассмотреть, что же за человек находится напротив тебя, очень сложно рассмотреть в нем вот эти вот нарциссические черты, потому что данных очень мало, и плюс из этого вот такого волнения и напряжения еще все очень сложно как-то вот ясно рассмотреть. На что же мы обращаем внимание в самом начале? Прежде всего нужно замечать такие вот красные флажки, которые связаны с неискренностью и такой закрытостью такого человека. Дело в том, что человек с нарциссическими чертами преисполнен внутренней такой тревоги и неустойчивости, и он в принципе как будто бы не уверен в том, что он заслуживает то, чтобы иметь отношения, он не заслуживает то, чтобы на него обращали внимание, он вообще не заслуживает того, чтобы он находился там, где он находится. Но он все это не осознает, все эти вот его неуверенность, она вытеснена, соответственно, он считает, что я хочу, чтобы вот были у меня отношения, мне интересен этот человек, мне интересна эта женщина, я к ней подхожу, но при этом большое количество этого напряжения, связанного с тревогой, приводит к тому, что он начинает сразу как-то вот врать и закрываться. Он старается защитить себя, обезопасить себя тем, что он не может не раскрывать какие-то важные подробности своей вот истории. То есть он может не рассказать о том, что у него там, есть дети, или что у него, скажем, с бывшей женой не совсем она еще бывшая пока ему там. Или, например, он может не рассказать о том, что у него, предположим, есть кредит или какая-то вот есть другая такая вот история. Он считает, что эти темы, поскольку они для него такие волнительные, тревожные, небезопасные, их лучше просто не раскрывать. То есть вы сразу можете заметить, что этот человек вроде бы ведет себя так поверхностно, достаточно уверенно, как-то спокойно и рассказывает какие-то красивые вещи, но его история, она такая вот какая-то однобокая и полярная. То есть нет какой-то глубины.
У человека либо все так вот прекрасно, либо у него вся его история, она начинается как-то вот год назад, а до этого непонятно что, он об этом никогда не говорит. Все его воспоминания о его прошлом, они касаются какого-то последнего периода времени. Или наоборот, он говорит только о том, что происходит сейчас, и о том, что было, ну скажем, вот с момента его рождения до момента 3 года назад, а потом какая-то такая вот немая пауза. То есть в этот период что-то происходило, но он вам об этом не говорит, потому что для него это небезопасно. И вы замечаете, что человек, с которым вы общаетесь, он вроде бы как бы и раскрывается перед вами, но раскрывается так вот как-то дырками, как-то неравномерно. То есть, как правило, люди, когда, ну, если начинают о себе что-то говорить важное, то они говорят как-то вот равномерно. То есть, если я раскрываюсь, то я тебе раскрываю себя, ну, со всех сторон вот настолько-то. Чуть позже я могу чуть больше себя раскрыть, тоже со всех сторон. А здесь происходит такое, что он вам выбирает, что вам показывать, а что не показывать. Также вам нужно с самого начала обращать внимание на непостоянство в поведении. То есть, это человек, с которым вы общаетесь, и вы с ним вроде бы сегодня общаетесь, ну, как-то вот в такой хорошей какой-то ноте, завтра он вдруг пропал. Потом он появился, как ни в чем не бывало. Потом он вроде бы хочет с вами встречаться, потом он вроде бы как бы, ну не знаю, как-то пассивно себя ведет. Вот такое вот непостоянство, непоследовательность поведения также говорит о том, что, скорее всего, у человека внутри какая-то вот идет внутренняя борьба, опять же, не всегда осознанная, между тревогой и желанием, не знаю, там, сближаться. И вы являетесь свидетелем этих вот отзвуков его этой внутренней такой канонады. То есть он то хочет быть с вами, то не хочет, то ему это важно, то ему важно быть в безопасности. И в результате вот то мы встречаемся, то мы откладываем встречи, то непонятно, что происходит, то он какой-то напряженный, то вроде как он в эйфории какой-то. Часто людей, у которых есть нарциссические черты личности, сравнивают с людьми, которые являются такими эмоциональными подростками или детьми. То есть их эмоциональная сфера изолирована, она вот как будто бы остановилась в развитии, тогда как, не знаю, какая-то социальная там деятельность, его там рост в карьере. Ну, собственно, это взрослый человек, который свершился как взрослый человек, но эмоционально он остался вот каким-то там ребенком, подростком, юношей. Это проявляется в том, что такие люди, как правило, не берут на себя ответственность за свои какие-то действия, в том числе какие-то некрасивые, нелицеприятные действия. То есть, если он вдруг, скажем, опоздал, или если он сказал какую-то грубость, или если он, не знаю, как-то вот вступил в конфронтацию с каким-то, не знаю, там, официантом или каким-то вот человеком из сферы обслуживания, то всегда виноваты другие. Он будет до последнего обелять себя и оправдывать, говоря, что ну, этот официант, он просто сам такой, ты посмотри на него, очевидно, что он не в настроении, он начал этот конфликт. Или если он опоздал, то ну, ты же понимаешь, что эти пробки, это все виновата, не знаю, мэрия, которая устроила ремонт не вовремя. Никогда не виноват он. Бывают ситуации, когда действительно ты вроде бы как и не можешь взять на себя ответственность, но поскольку для тебя важны отношения с каким-то человеком, которые начинают простраиваться, ты говоришь, да, ну вот в следующий раз я постараюсь как-то, я позабочусь о том, чтобы не опаздывать, в этом есть часть моей ответственности. Да, были какие-то внешние факторы, но я тоже как бы мог бы как-то быть готовым к этому, в следующий раз я подготовлюсь. Мы берем на себя ответственность за наши ошибки для того, чтобы показать другому человеку, что нам важны эти отношения. В случае с нарциссом ему невозможно взять на себя ответственность за все то, что он сделал некрасиво и не очень хорошо. Потому что таким образом он себя будет делать таким каким-то некрасивым, непрекрасным, не сверкающим, каким-то неидеальным. Ну и, конечно, человек с нарциссическими чертами обязательно будет использовать газлайтинг. Ну, просто даже если он не знает этого слова, он не знает, что это за техника, все равно он так будет себя вести. Он заставит вас сомневаться в вашей реальности, он поставит под вопрос все ваши какие-то воспоминания. Если, предположим, вы говорите, что мы же с тобой договорились списаться в пятницу, когда вы там не списались, он обязательно вам скажет, что нет, этого не было, и он не применет тут упомянуть, что, наверное, тебе показалось, что мы должны списаться в пятницу. Не было такого, чтобы мы с тобой договаривались, особенно если вы договорились устно. Иногда вы можете столкнуться с таким эмоциональным газлайтингом, предположим, когда вы говорите, помнишь, в прошлый раз, когда мы ходили в этот ресторан, мы заказывали такие вот какую-то классную еду, а он скажет, нет, я этого не помню. Посмотрит на вас очень таким тревожным взглядом, как будто бы он заботится о вас и беспокоится, что вы что-то придумываете. То есть вот даже если он чего-то не помнит просто, то он будет смотреть на вас с таким взглядом, в котором будет написано, что у тебя проблемы с памятью. Это не я не помню, это ты что-то выдумываешь. На самом деле, когда вы только сближаетесь с человеком, начинаете его только исследовать, вам нужно обращать внимание не только на то, что делает он, то есть на его какую-то лживость, непоследовательность, эмоциональную неустойчивость. Вам нужно еще обращать внимание на то, что происходит с вами. Как вы себя чувствуете в этом сближении? Нет ли вот в этом сближении, кроме такого обычного какого-то напряжения и волнения, еще какого-то чувства такого неудовлетворения, чувства, что как будто бы вас используют, чувство, что что-то происходит не очень хорошо, что что-то вот в нашем этом зарождающемся общении идет против ваших интересов?
Вам очень важно прислушиваться к себе, потому что, как правило, когда мы сближаемся с другим человеком, мы его исследуем, и все наше внимание уходит на другого человека. Мы забываем думать о себе. Контролируйте и прислушивайтесь к тому, что происходит с вами. Если вы понимаете, что вы вот сейчас находитесь в отношениях, которые бурно развиваются, но у вас есть очень много сомнений в том, что здесь происходит, вам непонятно, почему вы чувствуете какие-то эмоции, которые вы не хотели бы чувствовать, вы не можете это объяснить, в таком случае вы можете написать мне личное сообщение. Под каждым видео есть ссылка на Facebook, Instagram и Telegram, вы можете мне там написать, и мы сможем с вами договориться о консультации, на которой мы сможем подробно разобрать вашу ситуацию. Кроме того, я уже говорил о том, что я запускаю новый формат, это публичный разбор. Вы можете написать свою историю таким одним текстом, мне опять же прислав личные сообщения с обязательной пометкой для публичного разбора. И я эти истории буду разбирать в своих отдельных видео или в эфирах. Ключевой момент, вам нужно позаботиться о том, чтобы в этой истории не было таких вещей, которые бы вы не хотели бы, чтобы они были как-то публично озвучены. То есть, скажем, какие-то имена и какие-то подробности желательно либо изменить, либо не указывать. Если вам это видео понравилось и тема кажется важной, поставьте лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Пишите мне. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.